Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть по-новогоднему», потому что мы с вами сегодня приготовим очередной вариант вкусного праздничного стола, после употребления которого у вас не будет ни мук совести, ни каких-то мук живота, потому что мы будем готовить простые, вкусные и при этом легкие блюда. Давайте готовить! Начнем готовить с основного блюда, и сразу хочу сказать, что все ингредиенты, как всегда, будут в описании под этим видео. И сразу даю вам ссылку на плейлист «Праздничные блюда». Посмотрите обязательно. Я уверена, вы что-нибудь к своему праздничному столу обязательно подберете, то, что понравится вашей семье. Ну а мы начинаем готовить. Я думаю, многие не удивились, увидев окорочок, но мы его будем запекать не целиком, а приготовим сочные рулетики из филе. Поэтому нам нужно снять филе. На самом деле все очень просто. Мы сначала убираем вот эту часть с помощью острого, естественно, ножа. Сложновато только первый раз, потом у вас будет получаться проще и проще, ну и быстрее, конечно. А вот эти все части, кстати, я никуда убирать не буду, я их сложу в пакетик, и будет у меня еще суповой наборчик. Лишнюю одну часть мы убрали. Теперь делаю вот такой надрез вокруг косточки. Теперь начинаем двигаться от косточки снизу вверх. Вот такими движениями прорезаем и как бы ее вот обходим с сторон для того, чтобы у нас получалось филе. Теперь еще разочек поднимаемся, прорезаем и вот так, немного помогая себе руками, постепенно освобождаем косточку. Тут уже работаю немного опасно, лезвием от себя, и прорезаю кожицу, просто немного сложновато режется. Вот так мы сделали, косточка у нас вот она свободна, и начинаем ее убирать со всех сторон. Вот так я уже филе развернула, косточка у меня пока еще держится. Теперь от середины завожу ножик и иду к краю для того, чтобы вот эту часть освободить от косточки. Готово. Теперь я двигаюсь от серединки вперед к голени. Тут, конечно, немного сложноватый момент, потому что тут сустав, но мы подрезаем понемножечку и аккуратненько продолжаем наше движение вперед. Сустав мы освободили, и теперь я просто держу курочку за голень и срезаю мякоть с косточки. Мы окончательно отделяем косточку от мяска. У нас с вами получается вот такое филе, и все, что нам не нужно, я просто убираю с помощью ножниц. Если вы раньше не снимали филе с окорочка, то я думаю, сейчас вы убедились, что это на самом деле совсем не сложно, просто и быстро. Таким образом, я сейчас подготовлю все 4 штучки, потому что у нас меню на 4 человек, и мы с вами увидимся для того, чтобы наполнить начинкой наши рулетики. Все окорочка я подготовила. Теперь делаем начинку для наших рулетиков. Здесь у меня 50 грамм зелени кинзы. Я обожаю это сочетание. Вы можете взять другую зелень, не обязательно кинзу, либо другую начинку, которая нравится именно вам. К кинзе я отправляю 4 зубчика чеснока. Вы отправляете чеснока столько, сколько нравится вам. С помощью ножа измельчаю 20 граммов грецких орехов. Вы по вкусу можете взять побольше, ну или другие орехи, или отказаться от них совсем. Хорошенечко солю с помощью мельнички. Добавляю грецкие орехи. Они, кстати, будут выполнять функцию как дополнительный абразив. И все вместе, соль, зелень и орехи с чесноком, растираем, ну, очень интенсивно, желательно до однородной массы. У кого как хватит сил. Вторая начинка для моих девочек, потому что дочки мои пока почему-то, возможно, потому что им мало лет, еще не полюбили начинку из чеснока, зелени и грецких орехов. Поэтому специально для них будет начинка из сыра. Делаем сейчас уже наши рулетики. Я немного присаливаю наше филе, немного перчу, но это, конечно, нам, детям, я перчить не буду, иначе они совсем не оценят. И выкладываю начиночку, вот так разравниваю ее, начинаю сворачивать наш рулетик. Я начинаю с широкой части к более узкой. И вот таким образом сворачиваем, а тот кусочек кожи, который остался, он нам поможет. Вот так. Я буду использовать самые обычные зубочистки. Если у вас есть ниточки шпагата, вы можете закрепить с помощью него. Одной зубочисткой я протыкаю 2 раза. Ну, во-первых, для того, чтобы не было слишком много зубочисток в нашем блюде. Ну и так, правда, будет лучше держаться.
Вот такой получился рулетик с зеленью, орехом и чесноком. У меня для того, чтобы его скрепить, ушло 2 зубочистки. Вот они. Здесь его держит достаточно плотно шкурка. Таким образом, я фарширую все рулетики. Кстати, начинка может быть любая. Все, что вам нравится, все, что у вас нашлось в холодильнике. Ведь кулинария — это искусство, нужно обязательно подключать фантазию. Ну и вкусы у всех разные, я думаю, с этим никто не поспорит. Сейчас я нафарширую все, и мы с вами увидимся для того, чтобы отправить в духовочку. Наши рулетики готовы. Обратите внимание, что я их уложила швом вверх, для того, чтобы начинка осталась внутри рулетиков. Теперь отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку. От 30 до 40 минут им нужно для того, чтобы испечься. У меня духовка печет очень хорошо, в основном за 30 минут они готовы. Отправляем их. А после горячего мы займемся сразу десертом, потому что пока готовится горячее, у нас есть время подготовить все для десерта и сразу отправить его в духовку. Давайте готовить. Мы будем готовить классные, нежные, хрустящие безе. Это вкусный, легкий десерт, и мне кажется, он очень праздничный, похож на снежинки или на сугробы. Начинаем. В чашу блендера наливаю 3 белка. Они у меня все время после того, как я их отделила, стояли на самой верхней полке холодильника, для того, чтобы они были прям очень холодными. Использовать, конечно же, я буду венчик для взбивания. Сейчас я его одеваю, опускаю и начинаю взбивать с низких скоростей. Прям сначала на первую, на вторую, и сейчас я немного присолю для того, чтобы, когда мы будем добавлять сахарную пудру, вкус был ярче. Я уже включила третью, постепенно увеличиваю скорость. Вот так уже выглядят белки. Сейчас я на 5-й скорости из 7 накрываю их крышечкой, для того, чтобы ничего не разбрызгивалось. И сейчас еще минутку и перейду уже на 6-ю скорость. Белки у меня взбились до характерной пены, это значит, пора переходить на самую высокую мощность и взбивать уже их до бела, то есть до крепкой, стойкой пены, ну или до пиков, можно сказать. Вот так по-зимнему уже выглядят белки, они сбились в густую белую пену. Добавляю чайную ложечку лимонного сока, взбиваю еще около минуты. Начинаю добавлять сахарную пудру по 1 чайной ложке. И опять нужно добавить чайную ложечку, подождать секунд 30-40, чтобы она размешалась, равномерно распределилась. И следом добавлять еще сахарной пудры. У меня сахарной пудры всего 75 граммов. Такого количества достаточно, получается очень вкусно и не приторно. Наши белки взбились. Вот такая красивая снежная юла у нас получилась. Сейчас я освобожу венчик от той пены белковой, которая в нем застряла. Следом я вооружаюсь вот таким кулинарным мешком. Загружаю туда наши взбитые в пышную-пышную пену белки и будем формировать безешки. Итак, я уже во всеоружии. Начинаем делать безешки. Будем делать разные. Делаем кругленькую в моем исполнении. Давайте елочку. Я больше всего люблю круглые. И таким образом формируем все наши безешки. Вот такие румяные рулетики я только что достала из духовки. У меня они сегодня запекались 40 минут, возможно, окорочка были немного крупнее. И теперь у нас происходит смена блюд. Курочку мы достали. А в духовку отправляем наш десерт, это безе. Выпекаем безе при температуре 100 градусов около 90 минут. Еще очень важно духовку не открывать. И когда пройдет 90 минут, безешки будут немного мягкими, это абсолютно нормально. Нужно приоткрыть немного духовку, допустим, вставив туда варежку, и дать им остыть прямо в духовке, а все остальное время мы просто будем готовить наш новогодний стол. Теперь, пока наши безе пекутся нам на радость и на десерт, у нас есть время для того, чтобы приготовить салатики. Как всегда, простые и вкусные. Первый салат мы с вами будем готовить с кальмаром. Отправляю натуральный кальмар в нашу салатницу. 100 граммов маслин нарезаю половинками. И грибочки, у меня шампиньоны, тоже нарезаю на половинки. 2 сваренных вкрутую яйца натираю на крупной терке. Смешиваем все ингредиенты. К кальмарам отправляем 2 яйца, которые мы натерли. Следом отправляются грибочки, половинки маслин. Еще я добавляю половину банки горошка. Заправляю салат чайной ложкой зернистой горчицы и вот такой щедрой столовой ложкой сметаны. Перемешиваем наш салатик. Салат немного солю, конечно же, по вкусу, и немного поперчу. Перемешиваем наш салатик.
Тарелочку, на которую буду выкладывать салат, я сервировала листиками зелененькими салатика. Сверху выкладываю сервировочное кольцо и наполняю его нашим салатом с кальмаром. Отправляем наш салатик в холодильник и будем готовить следующее блюдо. Следующий салат — это неувядающая классика. Я такой салат очень люблю и готовлю его просто, как на каждый день, и на праздничном столе, во всяком случае на моем, он есть обязательно. Для этого салата нам понадобится вот 70 грамм орехов. Я их меленько нарубаю с помощью ножа. Слив я тоже нарезать буду мелко, вот так 3 штучки взяла, разрезаю их пополам и нарезаю вот таким мелким кубиком. 300 граммов свеклы натираю на крупной терке. В натертой свекле отправляем чернослив и орехи, которые мы измельчили. Заправляю салат чайной ложкой лимонного сока, столовой ложкой ароматного растительного масла, немного присаливаю и даже поперчу. Будет замечательный контраст вкусов. Ну и, конечно, перемешиваем наш салат. Отправляем наш салат в салатник, в котором мы будем подавать его к столу. Салат я выложила в салатник горкой, а по периметру украшу еще дополнительно ягодками кураги. Я их порезала на половинки. Наш классический салат со свеклой, орехом и черносливом готов. Вкусно, просто и полезно. Следующий салат – один из моих самых любимых вариантов салатов на праздничный стол. Давайте скорее его приготовим. У меня 150 граммов рассольного сыра. Это может быть сербская брынза, сиртаки, либо какой-то еще сыр рассольный, который вы нашли. Я его нарезаю вот таким средним кубиком. Мелко его нарезать не нужно. 250 грамм куриного филе я предварительно обжарила быстренько. Нарезаю его тоже кубиком. Ананасы нарезаю вот такими средними кусочками. Кстати, хочу поделиться с вами. Сегодня я в магазине нашла, может быть, раньше просто не обращала внимания, ананасы не в сиропе, а в ананасовом соке. Мне очень понравилось. Они не такие сладкие, естественно, как те ананасы, которые продаются в сиропе. Поэтому посмотрите, если найдете ананасы не в сиропе, а в ананасовом соке, обязательно попробуйте. Для меня это вот сегодня находка. В салат я добавляю 3 зубчика чеснока. Вы добавляете по вкусу, можно совсем не добавлять. Добавляю столовую ложку ананасового сока из банки. Он у нас пойдет на маринад. И вот такую щедрую ложку сметаны отправляю тоже в салатник. Немного солю и немного побольше перчу, потому что ананас очень нежный, сыр тоже очень нежный, и на контрасте будет очень вкусно. Но теперь все хорошенько перемешиваем. Салат я буду сервировать тоже на кольцо. Вниз я, как вы видите, уложила листики салата. И теперь каламбур. Отправляем наш салат на листья салата. Салат я декорировала еще одним колечком ананаса и парой-троечкой маслин. Отправляем его в холодильник. Пока мы готовили все салатики, наши безе не только испеклись, но еще и остыли. Так что самое время переложить их на тарелочку. Наши безешки положили на тарелочку. К окончанию съемок осталось всего 4 штуки, потому что прибегали дети, пришлось от них откупиться безешками. Все готово, остается только накрыть стол, что мы и сделаем. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Начинаем наш вечер, конечно же, с горячего. На горячее у нас рулетики. Мы не запекли просто банальные окорочка, сделали вкусные, сочные, нежные рулетики с разной начинки. Для взрослых это кинза, орех и чеснок, а для детей это сыр. Давайте скорее снимем сервировочное кольцо с нашего салатика с кальмаром. Вот такая красота у нас получилась. Видно и кальмар, и грибочки, и маслины. Красиво и вкусно. Следующий салат – это свекла с орехом и черносливом. Овощи должны быть обязательно в новогоднем меню, тем более, когда это так вкусно и красиво. Вот наш чудесный салатик с ананасом. С него мы тоже снимаем кольцо. И вот так красиво и нарядно он выглядит вместе с листиками салата. И наш нежный воздушный десерт безе, который, мне кажется, любят и взрослые, и дети. Во всяком случае, в нашей семье именно так. Вот такой красивый,
вкусный, полезный, из простых продуктов новогодний стол у нас получился. Я просто обожаю делиться с вами такими видео, потому что меня это заряжает все больше и больше новогодним настроением. Кстати, пишите, как ваше настроение, готовы ли вы к праздникам, обязательно отметьте об этом в комментариях и делитесь вашими новогодними рецептами здоровых, вкусных, ну и, конечно, простых приготовлений блюд. А вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные и, конечно, вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, тепла и, конечно, отлично провести праздники, ну и подготовиться к ним, возможно, с помощью моего видео.